Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Сегодня я говорю как специалист и как женщина, которая ежедневно видит, как мужчина или женщина после 50 внезапно чувствует усталость, слабость, потерю интереса к жизни и думают, что это возраст. Но старость начинается не с морщин, она начинается с тихих внутренних изменений, которые можно выявить всего 3 анализами, и о них редко говорят подробно. Досмотрите до конца, потому что я дам конкретные шаги, рецепты и упражнения. И если тема вам важна, поставьте лайк прямо сейчас, чтобы больше людей узнали правду. Я часто объясняю своим пациенткам, организм после 50 — это не износ, а перестройка. В этом возрасте резко меняется гормональный фон, снижается чувствительность клеток к инсулину, падает уровень витамина D и скрыто растет воспаление. Эти процессы не видны в зеркале, но именно они запускают старение сосудов, суставов и мозга. И первое, что нужно сделать правильно, не покупать дорогие добавки, а проверить базовые показатели крови. Без этого любые народные средства работают вслепую. Первый анализ, который я рекомендую сдавать каждому после 50, это уровень витамина D в крови. По данным World Health Organization, его дефицит связан с ослаблением иммунитета и риском хронических заболеваний. Оптимальный показатель не в пределах нормы, а ближе к верхней границе референса. Сдается он из венозной крови утром натощак. Если уровень ниже 30 нанограмм на миллилитр, требуется коррекция под контролем врача. Если анализ показал дефицит, я рекомендую обсудить с врачом прием витамина D3 в дозировке 1-2 тысячи МЕ ежедневно после завтрака, содержащего жиры. Параллельно подключаем натуральную поддержку. Ежедневно 15-20 минут солнечного света на лицо и руки, салат с оливковым маслом, жирная рыба 2 раза в неделю. Народный способ поддержки — настой шиповника, 1 стакан утром курсом 30 дней. Он не заменяет витамин D, но усиливает иммунный ответ. Второй скрытый показатель – уровень инсулина и гликированного гемоглобина. Многие проверяют только сахар, но это уже поздний сигнал. Я ориентируюсь на рекомендации Mayo Clinic. Важно смотреть динамику и ранние маркеры инсулинорезистентности. Сдается анализ натощак, без кофе и жевательной резинки. Именно скачки инсулина ускоряют старение сосудов. И дальше я объясню, какие упражнения и питание реально снижают этот процесс. Если уровень инсулина повышен, действовать нужно системно. Я всегда объясняю, никакие таблетки не помогут, если не изменить питание. Основной принцип – убрать резкие скачки сахара. Это значит исключить сладкие напитки, белый хлеб, частые перекусы. Есть нужно 3 раза в день, без постоянного жевания. Завтрак – белок и жиры. Омлет из 2 яиц с зеленью и ложкой оливкового масла. Обед – рыба или птица с овощами. Ужин – легкий, без круп и сахара. Уже через 6-8 недель инсулин снижается естественным образом. Дополнительно я рекомендую простой народный способ стабилизации сахара – настой корицы. Половина чайной ложки молотой корицы заливается стаканом горячей воды, настаивается 20 минут. Пить по 100 мл утром и вечером после еды, курсом 30 дней. Важно не превышать дозировку и делать перерыв. Корица улучшает чувствительность клеток к инсулину, но не заменяет диету. Эффект усиливается, если ежедневно проходить не менее 7000-8000 шагов. Теперь про упражнения. После 50 нельзя полагаться только на прогулки. Я рекомендую силовую нагрузку минимум 2 раза в неделю. Это могут быть приседания у стены, отжимания от стола, подъемы таза лежа. По 10-12 повторений, 3 подхода. Мышцы – это главный орган молодости, потому что они утилизируют глюкозу. Чем меньше мышечной массы, тем быстрее развивается инсулинорезистентность. Начинаем постепенно, без боли, но регулярно. Третий анализ, который многие игнорируют – уровень С-реактивного белка высокой чувствительности. Это маркер скрытого воспаления. Даже если человек чувствует себя нормально, хроническое воспаление может разрушать сосуды и суставы.
сдается анализ натощак. Показатель выше 1-2 мг на литр требует внимания. Именно воспаление ускоряет старение мозга и кожи, а не морщины. Снизить воспаление можно простыми шагами. Я советую добавить в рацион куркуму, половина чайной ложки с черным перцем и теплой водой утром после еды, курсом 30 дней. В рационе больше зелени, ягод, оливкового масла. Уменьшить красное мясо и жареное. Сон не менее 7 часов. И если вы досмотрели до этого момента, поддержите видео лайком и напишите в комментариях, проверяли ли вы эти анализы. Дальше я расскажу, как связаны гормоны и усталость. После 50 я всегда рекомендую смотреть глубже, в сторону гормонального баланса. Особенно это касается щитовидной железы. Анализы ТТГ и свободного Т4 помогают понять, не замедлился ли обмен веществ. Даже незначительное повышение ТТГ может проявляться усталостью, набором веса, сухостью кожи. Сдавать анализы нужно утром натощак, без приема витаминов за сутки. Если показатели выходят за оптимальные значения, коррекция проводится только с врачом, а не самостоятельно. Поддержать щитовидную железу можно мягкими способами. В рационе должны быть продукты с йодом, морская рыба дважды в неделю, морская капуста по 50-70 граммов 3 раза в неделю. Народный способ – настой из плодов фейхоа с медом в равных пропорциях, по 1 чайной ложке утром 20 дней. Но важно помнить, при узлах или аутоиммунных процессах йод может быть противопоказан, поэтому сначала анализы, потом поддержка. Следующий важный показатель – ферритин. Это отражение запасов железа. Нормальный гемоглобин не гарантирует достаточный уровень железа в тканях. Низкий ферритин проявляется выпадением волос, слабостью, одышкой. Анализ сдается натощак. Оптимальный уровень для женщин после 50 не ниже 50-70 нанограммов на миллилитр. При дефиците коррекцию назначает врач, потому что избыток железа также опасен, как и недостаток. Народная поддержка при легком снижении железа – отвар крапивы. Столовая ложка сухих листьев на стакан кипятка, настаивать 30 минут. Пить по 70 мл 3 раза в день после еды курсом 21 день. Усиливает эффект сочетание с продуктами, богатыми витамином С, болгарский перец, киви, шиповник. Но чай и кофе после еды лучше исключить. Они мешают усвоению железа. И еще один важный момент – уровень омега-3 жирных кислот. Они напрямую влияют на состояние сосудов и мозга. Если нет возможности сдавать специальный анализ, ориентируйтесь на питание. Жирная рыба минимум 2 раза в неделю. Прием добавок 1000 мг омега-3 после еды курсом 2-3 месяца по согласованию с врачом. Впереди я расскажу, какие ежедневные привычки ускоряют старение даже при хороших анализах. Многие после 50 недооценивают влияние привычек на старение. Даже при нормальных анализах неправильный режим дня ускоряет потерю энергии и молодости. Я рекомендую ежедневное планирование. Вставать и ложиться в одно и то же время, включать прогулку на свежем воздухе не менее 30 минут, практиковать дыхательные упражнения для насыщения клеток кислородом. Народный способ – глубокое дыхание с задержкой на 3-5 секунд после вдоха и выдоха, по 10 повторений утром и вечером. Это улучшает обмен веществ и снижает стресс. Важно включать в режим легкую гимнастику для суставов и позвоночника. Я советую простое упражнение. Стоя, круговые движения плечами, 10 раз вперед и назад. Наклоны головы по 10 раз в каждую сторону. Легкие скручивания корпуса. Каждое движение делаем медленно, без рывков. Эти упражнения улучшают кровообращение, снижают зажатость мышц и замедляют процесс старения соединительной ткани. Досмотрите видео до конца, чтобы узнать, как сочетать с народными средствами. Для сохранения молодости кожи рекомендую маски из натуральных компонентов. Например, мед плюс овсяная мука плюс йогурт. Наносим на лицо на 15 минут 2 раза в неделю. Мед увлажняет, овсянка успокаивает раздражение, йогурт насыщает пробиотиками.
Эффект усиливается, если параллельно пить травяные чаи, шиповник, ромашка, мята. Они снижают воспаление изнутри. Для лучшего эффекта сочетайте с массажем лица легкими поглаживающими движениями. Не забываем про питание для мозга. Я советую ежедневно добавлять орехи, семена, ягоды и зелень. Отлично работает комбинация: грецкие орехи плюс черника плюс листовой салат. Для усиления эффекта народный рецепт: настой из смеси сушеных ягод черники, шиповника и рябины. Заваривать стаканом кипятка. Пить утром натощак по 100 мл. Это укрепляет память, концентрацию и замедляет когнитивное старение, о котором многие даже не догадываются. Для сосудов рекомендую легкую кардионагрузку. Ходьба в умеренном темпе 30-40 минут ежедневно. Это снижает риск инфарктов и инсультов. Народное средство поддержки – настой чеснока с лимоном. Зубчик чеснока на стакан теплой воды, добавить 1 чайную ложку лимонного сока. Пить утром натощак 10 дней. Он разжижает кровь, но важно повторять курс не чаще 2 раз в год, чтобы не навредить желудку. Важно сочетать с физической активностью. Особое внимание после 50 я уделяю сну и восстановлению. Недостаток сна ускоряет старение клеток и снижает гормональный фон. Я рекомендую ложиться не позднее 23, избегать гаджетов за час до сна, проветривать комнату. Народный способ улучшения сна – теплый травяной настой мелисы и ромашки по 150 мл перед сном. Он расслабляет и снижает уровень стресса. Даже если вы соблюдаете все анализы и питание, без полноценного сна все усилия теряют эффективность, поэтому этот шаг крайне важен. Следующий аспект – контроль веса и метаболизма. Я советую вести дневник питания, отмечая количество белков, жиров и углеводов. Это помогает понять, где есть избыток калорий, которые превращаются в лишний жир. Народный метод – добавлять в рацион больше клетчатки, семена льна, овсяные отруби, овощи с низким гликемическим индексом. Они улучшают работу кишечника, нормализуют обмен веществ и помогают стабилизировать гормоны, что особенно важно после 50 для сохранения энергии и молодости. Не менее важно внимание к суставам и позвоночнику. Простые упражнения помогают сохранить гибкость и предотвратить боли. Я рекомендую ежедневное растяжение. Сидя на стуле, наклоняемся к ногам, тянем руки к пальцам ног, удерживаем 20 секунд, повторяем 5 раз. Народный рецепт для поддержки суставов – настой из листьев березы и корня имбиря. Пить 100 мл 2 раза в день курсом 21 день. Это снижает воспаление и укрепляет соединительную ткань без химии. Важный шаг – поддержка печени и обмена веществ. После 50 печень работает медленнее, что отражается на общем самочувствии. Я рекомендую народное средство. Утром натощак стакан теплой воды с лимоном и 1 чайная ложка оливкового масла. Курс 10 дней. Это мягко стимулирует работу печени, улучшает желчеотток и помогает усвоению витаминов. Дополнительно включаем зеленые овощи, брокколи и шпинат, которые усиливают детоксикацию организма естественным образом. Для сердца и сосудов я рекомендую ежедневные упражнения с низкой нагрузкой. Подъемы на носки, легкие приседания, махи руками. 10-15 минут достаточно, если делать каждый день. Народный рецепт для сердца – настой боярышника. 1 чайная ложка плодов на стакан кипятка. Пить по 50 мл 2 раза в день курсом 21 день. Это укрепляет сердечную мышцу, улучшает кровообращение и снижает риск гипертонии. Важно сочетать с физической активностью и рационом. После 50 особое внимание стоит уделять иммунитету, потому что он постепенно ослабевает, даже если вы чувствуете себя хорошо. Я советую ежедневно включать в рацион продукты, богатые витамином С, киви, шиповник, болгарский перец, а также зеленый чай. Народный рецепт – настой шиповника 1 стакан утром, курс 30 дней.
Он укрепляет иммунную систему, снижает воспаление и поддерживает сосуды. И помните, что регулярная физическая активность и прогулки на свежем воздухе усиливают защитные силы организма естественным образом. Следующий шаг – профилактика остеопороза. Я рекомендую легкие упражнения с опорой, приседания у стены, подъемы на носки, наклоны корпуса, по 10-12 повторений, 3 подхода. Это укрепляет кости и мышцы. Народное средство – настой из листьев крапивы с медом, пить по 70 мл 3 раза в день, 21 день. Он помогает восстановить минеральный баланс. И важно помнить, сочетание физических упражнений и правильного питания – ключ к поддержанию подвижности и здоровья суставов после 50. Не забываем про мозг и память. После 50 когнитивные функции начинают замедляться, особенно если нет стимуляции. Я рекомендую ежедневные упражнения, кроссворды, чтение, запоминание коротких стихов. Народное средство для улучшения работы мозга – настой из черники и шиповника, пить утром натощак по 100 мл 20 дней. Он улучшает кровоснабжение мозга, повышает концентрацию и замедляет старение нейронов. Эффект усиливается, если соблюдать режим сна и питания. Для пищеварения важны привычки и продукты, богатые клетчаткой. Я рекомендую ежедневно добавлять в рацион овощи, цельнозерновые крупы, семена льна. Народный рецепт – отвар из семен льна, 1 столовая ложка на стакан кипятка. Пить по 50 мл утром и вечером 20 дней. Он улучшает моторику кишечника, снижает уровень холестерина и нормализует обмен веществ. Сочетайте с водой и физической активностью, и эффект будет заметен уже через несколько недель. Сохранение энергии после 50 невозможно без правильного баланса белков и жиров. Я рекомендую завтрак с белком, яйца, творог или рыба, и добавление полезных жиров, орехи, оливковое масло. Народный рецепт для поддержания энергии – настойка из шиповника и меда. 1 чайная ложка настойки утром натощак, курс 20 дней. Она мягко тонизирует, укрепляет сосуды и улучшает обмен веществ. И не забывайте ставить лайк и подписываться, если эта информация полезна. Следующий шаг – контроль водного баланса. После 50 часто ощущается усталость из-за легкой дегидратации, даже если кажется, что вы пьете достаточно воды. Я рекомендую выпивать 1,5–2 литра воды в день небольшими порциями, избегая большого объема за раз. Народный рецепт – вода с лимоном и мятой по 200 мл утром и в течение дня. Она не только утоляет жажду, но и стимулирует обмен веществ, мягко поддерживает работу печени и улучшает состояние кожи. Регулярность – ключ к эффективности. Не менее важно следить за эмоциональным состоянием. Стресс ускоряет старение, снижает иммунитет и вызывает хроническое воспаление. Я советую простые дыхательные техники. Вдох через нос 4 секунды, задержка 3 секунды, выдох через рот 5 секунд. 10 повторений утром и вечером. Народное средство – настой мелиссы с ромашкой, по 150 мл перед сном. Он помогает расслабиться, снизить тревожность и улучшить сон, что напрямую отражается на молодости и здоровье организма. Теперь поговорим о коже рук и ног. Она быстро стареет из-за сухости и внешних факторов. Я рекомендую ежедневный уход, увлажнение кремами с натуральными маслами, массаж легкими движениями, особенно после воды. Народный рецепт – маска из меда и оливкового масла на 15 минут, 2 раза в неделю. Она питает кожу, укрепляет сосуды и замедляет появление морщин. Даже минимальный ежедневный уход дает видимый эффект уже через месяц. Для поддержки зрения после 50 я советую упражнения для глаз. Круговые движения, фокусировка на дальнем и ближнем предметах, моргание каждые 5-10 минут при работе за экраном. Народное средство – настой черники. Пить по 100 мл 2 раза в день 20 дней. Он укрепляет сосуды сетчатки, улучшает цветовое восприятие и снижает риск возрастной дистрофии. Важно сочетать с питанием, богатым витамином А и цинком,
и регулярной физической активностью. И, наконец, благодарю вас за просмотр этого видео. Если вы досмотрели до конца, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь видео с теми, кому эта информация может быть полезна. Я надеюсь, что эти рекомендации, народные средства, рецепты, упражнения и анализы помогут вам сохранить здоровье, энергию и молодость после 50. Помните, что старость начинается не с морщин, а с невидимых процессов. До новых встреч! Заботьтесь о себе и будьте здоровы!